Я приехала сегодня на реку. Река называется Птич. Я здесь ни разу не ловила фидером, но собираюсь половить. Сегодня выходной день, воскресенье. И я вот в таком вот крутом местечке. Класс, да? Сейчас, видите, покажу вам, как у нас все сохнет. Видите, как упал уровень воды в реке. Ну, вот здесь вот и будем сидеть. Так. Вот ловить я собираюсь, наверное, с какой-нибудь точки вот здесь и вот здесь. Здесь относительно течения на всей реке такой, как омут крутой. Сейчас пробьем эхолотом, сколько здесь метров ямка будет. Я уверена, что здесь должна быть яма. Вот хотелось бы обратиться ко всем производителям прикормок. Я где-то в Украине видела, что делают уже пакеты с прикормкой, которые вот на такие, как защипы, защелкиваются. Отрывается, и прикормка закрывается, как пакетик. Это очень удобно, чем вот так вот рвать каждый пакет. Либо хотя бы делать где-то с какой-нибудь стороны какие-нибудь надрезики, чтобы было удобней раскрывать корм. Да, здесь вот на берегу такие заросли травы. Видите? Ну ничего, прорвемся. Глубина в точке ловли, по крайней мере, ту, которую я нашла пока себе, вот здесь где-то посередине, вот тут, около 3 метров. Я считаю, что это очень хороший выбор, учитывая, что здесь вокруг везде 1,5 метра. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Около 20 оборотов. Совсем недалеко. Но нам далеко и не надо. Весь сезон фидер ловила на плетенку. И сейчас поставила леску. И для меня это просто реально непривычно. Ну, я считаю, что лучше всегда экспериментировать, лучше всегда что-то пробовать новое, лучше всегда испытывать свои возможности и всегда быть готовым ко всему. Помните, как я делала, если кто-то смотрит мой канал, когда плетенка, хоп, подтяжечку, и все, корм выбивается. А здесь оп! И, блин, так высоко приходится задирать. Очень для меня как-то странно. Это все. Ну ладно, все. Что-то я, по-моему, уже... Ну ладно, давайте еще одну. И хорош. Еще одну кормушечку и запускаем крючочек. Туды-сюды. Опа. С того я все свои рыбалки, друзья, начинаю. Знаете, все время приехал, пока разложишься, все красиво расставишься. А начинать надо с того, что пробился, сделал корм, забросился, потом раскладываешься. Ну его нахрен. Времени на что не хватает. Сейчас день все короче и короче. Все ржут, что типа я говорю: о, широкая река. Говорит: какая это твоя широкая река? Да это так, речушка. А у нас вот посмотрите, вот эта вот ширина основная у всех рек, ту, которую вы сейчас видите перед собой. А самое интересное, что вы над нами ржете, а у вас там уже все мельчать, у самих-то начинает, ёшкин кот. Так что не смешно это совсем. Будете потом, как и мы, радоваться тому, что есть, блин. И хрен его знает, что это происходит. Ну, я думаю, это связано со всякими мелиорациями, со всякими ГЭСами, которые ставят, со всякими... Короче, типа антропологический тупо фактор какой-то влияет на это, на все. И, к сожалению, мы никогда, наверное, это не остановим, этот процесс развития всего человечества, которое только губит все, что нас окружает. Блин, как мне нравится прикормка, которую я сегодня сделала. То, что она липкая. Вот в прошлый раз у меня была не очень прикормка, а вот сейчас она прям липенькая-липенькая. Так классно. Рыба есть здесь. Если не будет клевать, значит, я лошара. Лошок. Кому интересно, сегодня решила взять и половить на реке сильверватором, посмотреть, как он будет себя здесь вести. А вдруг на него клюнет, а? И катушка у меня. Фидер концепт.
Турнамент. 5000. Опа, хорошо. Крутит тут мягенько вроде. Стоит леска 0,2, шок-лидер 0,28. Кормушка 90 грамм. Монтаж простой, петля. Все. Надеваю крючок, начинаю ловить. Взяла крюкман с поводочницей. Единственный минус поводочницы — это то, что, видите, в любой леске есть память фактически. И можно так вот как вытянуть ее. Сейчас вот надену. Кстати, еще не поставила крючок, уже успела надеть опарыша. Не установила. Хорошо, что у меня вот здесь вот широкая петля такая. Хоп, ее. И туда. Чик. Чик. Мотыля не ставила еще. Короче, вот так надели. И это. Ну, утоньшиться, удлиниться я всегда успею. Начнем, попробуем вот просто с этого. Первый пошел. Давайте. Отправляем его. Ну что, пока у меня не клюет с первого заброса, я уже забросила оба фидера. Сижу далеко. Почему? Потому что там топь такая. Поэтому если клюнет, то я подбегу. Сразу увижу. Ну и сделаю подлиннее поводки, потому что поставила два вот таких вот коротеньких поводка. Сделаю что-нибудь там метром длиной. Сейчас найду какой-нибудь маленький крючок. Поставлю тонкую леску, чтобы понять, что здесь по рыбе вообще есть. Возьму крючок вот такой вот гамакацу маленький. У него не толстое, не тонкое цевье, нормально сойдет. Милипыли. Возьмем. Возьму 0,12 леску на поводок. Попробуем на 0,12. На реках вообще типа считается, что надо побольше поводок ставить. Ну, когда, видите, с первого этого там рыба даже не дает о себе знать, то есть там даже мотыля не обсасывает. Надо что-то придумывать. Сейчас будем думать. Может, я перекормила. Может, не надо полустартовый закорм делать. Его знает. Редко выбираюсь на рыбалку в воскресные дни. Меняю сейчас крючок. Достала предыдущий. А там кто-то захавал мотыля. Что? Рыба какая-то есть там. Сейчас будем ее пытаться заманить. Слушайте, и комары какие-то летают. Я не понимаю, откуда. Сейчас же уже ничего не должно быть. Что-то ж кусается. Раз. Давайте. Два. И давайте. Давайте 3. 3 и вот так. Сейчас на удочке слева. Пробую голову опарыша на длинный поводок. Сейчас здесь вот на короткий поводок. Мотыля ни хрена не объела. И я буду пробовать двух опарышей. Белого, рыжего. Ну, новое место, обычно тема интересна, но что типа вы не знаете, на что да как. Можно было бы поехать опять в то место, где я головлей огромных тягала, больших таких. Еще наловить. Еще наловить. Антигрязи не боятся, поэтому будем пробовать. Ну что, друзья, где-то уже час прошел, пока ничего не клюет. Уже поставила и маховую удочку, потому что здесь прям возле берега глубина под 2,5 метра. Меняю наживку, добавляю в корм всякую разную приправу, там животную скотину, и нифига не клюет. Не знаю, возможно, может, рыба позже подойдет. Нужно только не сдаваться и кормить. Дело в том, что она там есть, по крайней мере, эхолот ее показывает. И место самое, что ни на есть, перспективное. Ну вот, на мой взгляд. Я думаю, что должно все быть.
Был только один абсос мотыля в самом начале на короткий поводок. И во второй раз на маховую удочку абсос опарыша, абсос Петровича. Я не знаю, начался сезон охоты или нет, но только что прямо возле меня был выстрел. Я увидела, как взлетела птица, и она упала возле моего берега. То есть ее подстрелили на противоположном берегу, и она упала сюда. Значит, сейчас должен выйти охотник. Пипец, прямо здесь выстрел был. Ужасно. Что уже сезон охоты? Может, бель чуть позже расклюется. Черт его знает, а пока нет, так можно попробовать хищника половить. Как вы думаете? Чтобы вы понимали, вот это дерево должно быть почти в воде. Его ветки первые. Получается, что где-то нету 1,5 метра воды. Представляете? Это очень много. Очень. Ну что, прошлась я со спиннингом, возвращаюсь обратно к своим закидухам. Нашла я щуку одну, которая стояла возле берега. Проводила мимо нее приманки. Еще 0 реакции. Просто тупо стоит покопанная, как будто даже не видит их. То есть, я помню, я так экспериментировала, и когда щука более или менее была активна, она нападала на приманку. Но здесь реакция не пошла ни на что. Может быть, просто рыба не хочет есть? Да, каждый раз приходит один и тот же момент. Каждую осень приходит момент, когда становится все тяжелее и тяжелее ловить рыбу. Сало, это вкусно. Очень вкусно. Погода очень хорошая. Может быть, дело в этом. Ё-моё! А вот это, наверное, та птица, которая упала после выстрела. Очень жалко. Бедняга. Даже они не нашли. Ужасно. Как жалко, а? Ну, вы видите, что поделаешь. Охотники охотятся на дичь. Рыбаки ловят рыбу, тоже едят. Человек по своей сути хищник, охотник, добытчик. Есть за сегодня первое. У-ху! Так, иди сюда, моя хорошая.
Первая рыбка за сегодня. Первая рыба. О, ребята, это монстр. Это монстр, а не окунь. Друзья, это просто монстр. Это просто монстр, смотрите. О, офигенно. Смотрите, какой крутой. Есть. Есть. Наконец-то. На русскую фишку, друзья. Как он? Ты мой красавец. Ты мой красавец. Ай, красавец. Ой, красивая рыба. Друзья, я целый день мучилась на фидер, ни одной поклевочки. Все-таки взяла в руки спиннинг, пошла и взяла вот такого вот красавца. Согласитесь, это обалденный окушевич. Для меня это прям трофейная рыба. И взял опять на резину русская фишка на паузе. Красавец. Опа! Главное, чтобы меня пучина не утянула. Красавец. Вот это рыбина. Такой красивый ты. И так он свой ёрш этот поставил. Давай, красавчик. Так, сейчас вернусь на то же место, пару раз побросаю. Ну, а потом пойду дальше. Чё, круто, да? Да, спиннинг, это вам не вату катать. Прикольно. Был удар только что. Бляха-муха, только что оторвала. Хорошо, что есть в запасе хоть что-то с собой, а? Как это овсетник? Угу. Должен подойти. Угу. Короткий, блин. Короткий, бляха-муха. Короче, не нашла я овсетника длиннее, пришлось сажать на такой. Ладно. Сейчас попробуем на это дело. Вообще вместо фидера, наверное, надо сюда вернуться со спиннингом чисто. И погулять здесь целый день, а не заниматься мурой. Сначала пытаться поймать рыбу на фидер, а потом на спиннинг ходить последний час. Вот. Ика очень мелкая стала. Очень мелкая. И это очень печально. Друзья мои, какой сегодня прекрасный, солнечный, замечательный, теплый день. Что хорошо для рыбака, то плохо для рыбы. Ничего не хочет клевать, а фидер не клюет. Рыба на яме стоит, больше ее нигде нет. И походу просто-напросто действительно нужно ловить ее ночью, как многие советуют. Смогла сегодня найти одну какую-то вот такую чупакаброчку под берегом, подошла к ней, она вот так вот чуть-чуть отплыла, стала, я перед носом там провела вертушечку, колебалочку, и это вообще ноль реакции, вообще рыба просто
стоит, она не питается. В конце уже в самом там за час до отъезда, вот сейчас вот взяла резину русскую фишку, поперла окуня. Вот такого окуня! Слушайте, ну русская фишка ловит, конечно, офигенных просто окуней. Я вообще рассчитывала на щуку, потому что там ну, резина вот такая вот, да. Вы скажете, нафига, на окуня надо меньше. Я на мелочь как бы не езжу. Лучше я вот такого одного, чем 25 вот таких вот. Так что вот нормально я все ловила. Могла и щука влететь. Был один прижим, один порез. Блин, одну русскую фишку оторвала. Наверное, надо было потяжелее голову поставить чебураху. У меня сначала была 16-граммовая, потом осталась десятка. Уже, наверное, не так она отыгрывала по дну. Может быть, это и привело к тому, что у меня больше поклевок не последовало. Один окунь вообще выпрыгнул. Я первый окунь клюнул на две подмотки, пауза, две подмотки, пауза. Второй я просто вот так вот думаю, быстренько протяну, он прям выскочил из-под берега. Многие пишут, что ой, да что это большая рыба. Да, это большая рыба для Минской области. Я нахожусь практически под Минском. Здесь глубина сейчас практически везде по полметра. Не сравнивайте со своими широченными реками, у которых края и конца не видно. Я вас прошу, вот серьезно просто. Потом, отдельно хотелось бы обратиться к тому братству рыболовному, которое его все беспокоит, то, что я кручу правой рукой. Друзья, представьте себе, я кручу правой рукой, я правша, делаю я это уже практически 30 лет, и отвалите вы уже от меня, вот я вам серьезно говорю, давайте вы будете разбираться в том, как удобно вам. Хочу, так и ловлю, ни в какие профессионалы я не мечу, потому что сталкиваюсь с тем, что кто-то мне там начинает говорить, что у меня там ошибки. Да, представьте себе, имею право. Мне по барабану. Вот. Рыба ловится, значит ловится. А то сейчас начну, как начну ездить по платникам, вы охренеете тогда от того количества рыбы, которое я там буду ловить. Спасибо, что продолжаете смотреть свой канал. Такая рыбалка у меня сегодня получилась. Обязательно сюда вернусь, потому что я сюда ездила до этого много раз, у меня вообще не было поклевок, а сегодня у меня было аж 3 или 4, у меня были прижимы, такие как удары. Рыба брала, но она нет. Даже там, где я этого огромного окуня взяла, у меня был еще один удар, но вот почему-то я не знаю почему. Всем не хвостаньте шеи, народ. Чмоки, пока.